Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим Лядов, я являюсь специалистом по звуковым технологиям. Сегодня мы с вами поговорим о звуковой карте Creative Sound Blaster AE9. Итак, официальный ролик. Звуковая карта AE9. Шесть причин для выбора AE9. Первая причина. Компоненты высшего класса. Показаны характеристики ЦАП. Сменные операционные усилители. Конденсаторы Nichicon Fine Gold. ЦАП 9038. Вторая причина. Технология по очистке питания от помех Clean Line. Третья причина. Дискретный наушниковый усилитель X-Amp. Четвертая причина. Аналоговые 5.1 выходы и виртуальный 7.1 Surround. Пятая причина. Невероятная обработка звука. Режим разведчика для игр. Усиливает звуки шагов. Шестое. Внешний блок для коммутации и управления. Показаны его функции. Зачем ждать? Пора покупать. Creative Sound Blaster AE9. Зачем мы записываем этот ролик? Дело в том, что я являюсь экспертом. Также я принимал участие в создании этой звуковой карты. Знаю лично разработчиков. Был неоднократно в офисе компании Creative. Вообще я знаком с людьми оттуда уже на протяжении более 15 лет. Поэтому я могу вам дать более подробную, более детальную техническую информацию об этом продукте. Я посмотрел видеоролики в интернете, обзоры блогеров. Люди делают обзоры как могут. Они обозревают входы-выходы, рассказывают значение функций, разбирают контрольную панель и в конце делают выводы, рекомендуют эту звуковую карту пользователям или не рекомендуют. Честно говоря, я был удивлен, что некоторые блогеры снимают с себя ответственность и предлагают вам самим оценить качество звука. То есть они подключают в наушниковый выход наушники, одевают их на микрофон, записывают их на какое-то устройство. И потом пользователю предлагается на его звуковом тракте, неизвестно каком, оценить качество звуковой карты. И это выдается за объективность. Ну, конечно, таким образом никакого представления совершенно нельзя сделать о качестве звучания. Нет, ребята, нужна все-таки экспертиза. Лучше будет, если вы включите карту, послушаете и скажете свои выводы. Перекладывать это все на пользователей, мне кажется, не стоит. Итак, я сделал небольшие себе пометки, чтобы меня никуда не занесло в сторону. Мы переходим к звуковой карте Creative Sound Blaster AE9. Она у меня здесь показана на экране монитора. Также она установлена в компьютере и подключен к ней внешний блок. Все работает. Сначала мне хотелось бы немножко окунуться в историю. Как вы знаете, компания Creative была пионером звука на персональных компьютерах. То есть она более 30 лет назад представила первую звуковую карту для персональных компьютеров. И данная звуковая карта, естественно, открыла целую эпоху в этом направлении. И на протяжении 30 лет компания Creative по праву являлась технологическим лидером рынка звуковых карт и старается до сих пор держать эту марку. С появлением интегрированного звука и операционной системы Windows Vista разработчики перестали уделять должное внимание 3D-звуку в играх. И в современных играх, конечно, мы видим в лучшем случае
поддержку конфигурации нескольких колонок, и туда выводится какой-то звук. Тогда возникает вопрос, зачем нам нужна вообще в компьютере звуковая карта? Ответ очень прост. В настоящее время звуковая карта выполняет несколько функций. Первая функция – это качественный ввод-вывод звука. И вторая функция – это предоставление пользователю различных опций для игр, фильмов, музыки и создания контента. Например, в звуковой карте AE9 мы можем видеть специализированный XLR-вход для профессиональных микрофонов с подачей фантомного питания 48 вольт. Также мы можем видеть обычный микрофонный вход мини-джек. Что немаловажно, во всех звуковых картах Creative у нас имеется четырехконтактный выход на гарнитуру. Это принципиальное отличие звуковых карт Creative от, скажем так, популярных сейчас недорогих USB-ЦАПов. Там такого нет. Они только для прослушивания музыки. Но они не для создания какого-то контента и даже не для переговора в играх. Давайте перейдем теперь, наверное, к линейке карт. Итак, у нас была представлена целая линейка звуковых карт новых серии AE. Первая представлена младшая модель AE5, далее AE7 и AE9. Карты очень похожи, то есть они все основаны на одном и том же цифровом процессоре Soundcore 3D. У них у всех установлен высококачественный стерео-ЦАП от компании ESS Technologies, то есть это Saber 32. Также во всех трех картах у нас имеется дискретный наушниковый усилитель. Чем отличаются карты? Карты немного отличаются характеристиками. То есть от младшей к старшей карте у нас растет сигнал шум и снижаются искажения. Естественно, помимо этого увеличивается количество поддерживаемых функций. В младшей модели имеются только базовые функции. По мере роста модели количество функций прибавляется. Главное визуальное отличие – это у нас в AE7 добавляется еще аналоговая крутилка на выносном проводном пульте, а в старшей модели AE9 у нас имеется внешний блок, который делает подключение наушников, микрофонов и регулировку гораздо более удобной. Также качество звука, как на запись, так и на воспроизведение, самое лучшее именно в старшей модели. Что же у нас имеется в старшей модели? Давайте начнем с цифроаналогового преобразователя. Вот это сама карта. Вот так она выглядит без кожуха. Итак, начнем с цифроаналогового преобразователя. Он во многом определяет качество и характер звучания устройства. ES9038Q2M – это стереовариант топ-модели текущей у американского производителя. Значит, чем он интересен? Он поддерживает 32 бита 384 кГц. Он поддерживает воспроизведение DSD, а в карте AE9 это делается через Native ASIO интерфейс. Технические характеристики у него на данный момент лучшие среди всей линейки этих преобразователей. 129 дБ динамический диапазон, минус 120 дБ коэффициент гармоник плюс шум. Это 0,1%. Но вы скажете, паспортные характеристики ЦАП – это все прекрасно. А что будет, если мы вот эту самую карту поставим в компьютер, где есть множество различных потребителей на шине питания, где рядом имеются различные высокочастотные устройства, может быть, никакого качества уже у нас не останется. Ну вот смотрите, я поставил карту в типичный такой компьютер с мощной видеокартой и измерил.
получился 120 дБ сигнал-шум и получилось 3 десятитысячных коэффициент гармоник. Данные параметры говорят о высоком техническом качестве. Они напрямую не говорят о качественном звучании, но они говорят о том, что квалификация инженеров, которые разрабатывали эту карту, она находится на очень высоком уровне. Достаточно сказать, что предыдущие модели Sound Blaster, они все обладают более худшими характеристиками. Итак, что у нас есть дальше? В старшей модели у нас использованы два цифровых процессора SoundCore 3D. Один процессор подключен к выделенному чипу ACP, также очень качественному. Второй процессор подключен к двум выделенным чипам ЦАП. Это у нас 9038, он обслуживает фронтальные каналы и наушники, и 9006 для остальных аналоговых выходов. То есть это у нас тыловые каналы и центр-сабвуфер. Интересно то, что компания Creative является практически сегодня единственным производителем, кто сам разрабатывает и производит цифровые сигнальные процессоры для дискретных звуковых карт. То есть все прочие производители чаще всего ставят сторонний контроллер, который просто воспроизводит или записывает звук. А компания Creative имеет очень богатый опыт и достаточную инженерную базу, чтобы самостоятельно проектировать и производить как интерфейсные контроллеры, так и цифровые сигнальные процессоры. Ну, это дорогого стоит, конечно. Еще какой есть плюс? Во всех картах Creative имеется прямой режим, так называемый Direct Mode или Direct Mode, как вам больше нравится. Он позволяет пустить сигнал, минуя эти цифровые сигнальные процессоры, то есть в тех ситуациях, когда не нужно обрабатывать звук, вы можете одной кнопкой, включением прямого режима, обойти все обработки и пустить сигнал в чистом виде на цифроаналоговый преобразователь. Мы можем выиграть еще немножко качества звука, ну, что очень приятно и порадует обладателей дорогой аппаратуры и тех людей, кто очень щепетильно относится к воспроизведению и всегда хочет выжать максимум из имеющейся аппаратуры. После микросхемы ЦАП сигнал поступает на преобразователь ток напряжения. Он выполнен на двухканальных операционных усилителях. В стоке стоят GRC2114D. Дифференциальный сигнал, не меняя своего вида, проходит через преобразователь тока напряжения и далее поступает на одноканальные операционные усилители, которые преобразуют дифференциальный сигнал в обычный небалансный, и заодно этот каскад является фильтром. В стоке это у нас NE5534. Хорошая схема, она дает хороший очень результат, низкие искажения, хотя требует повышенное количество операционных усилителей. Creative фактически подталкивает пользователя к замене данных операционных усилителей, потому что даже в младших моделях стоит LM4562, который превосходит по возможностям вот эти вот стоящие в стоке недорогие операционные усилители, хотя и с ними звук хороший, но лучше их все-таки заменить. После преобразователя тока напряжения сигнал у нас получается балансный, то есть как в профессиональной аппаратуре. И вот этот балансный сигнал подается на разъем подключения внешнего модуля и в балансном виде поступает на внешний модуль и на наушниковый усилитель. Таким образом, на приемной стороне помехи взаимно вычитаются. Вы можете не бояться, что полутораметровый кабель, проложенный рядом с компьютерной аппаратурой, что-то наловит. По моим измерениям, никаких помех, наводок, еще чего-то с наушникового выхода нет. Все прекрасно.
я получал до 118 дБ сигнал шум и также такие же в точности низкие искажения. Потому что по сути сигнал делается линейного уровня и поступает на наушниковый усилитель. Это один и тот же сигнал, один и тот же высококачественный сигнал. Давайте еще обратим внимание, что вот этот блок на карте, он отвечает за формирование чистого питающего напряжения для микрофонного предусилителя, линейного входа, то есть для внешнего блока. Значит, что мы тут видим? Здесь стоит трансформатор для полной гальваноразвязки. Дальше идет контроллер питания и огромный такой электролит, который стоит в фильтре и сглаживает получаемое напряжение. И данная схема применена впервые, ее вы не найдете в недорогих младших моделях. Пора нам перейти к транзисторному дискретному наушниковому усилителю. Главный вопрос, который мучает всех: зачем Creative применил именно дискретный транзисторный усилитель? Ну, давайте посмотрим. У 90% конкурентов этой карты применен наушниковый усилитель в виде маленькой микросхемы, в виде какого-то чипа. Значит, какие плюсы у такого решения? Плюс — это экономия места, это экономия затрат на разработку. Очень просто монтировать, очень просто менять, ремонтировать. Параметры всегда вам гарантированы, можно себе голову не морочить, и даже можно не иметь никаких продвинутых разработчиков, то есть поставил и все. Какие минусы? Ну, звук получается у вас инкубаторский, не оригинальный, во всех устройствах он похож, и все устройства наследуют проблемы данного решения. Какие проблемы? Это не очень хорошая работа на низкоомную нагрузку, при высоких токах рост искажений. Надо понимать, что микросхемные усилители, они в основном у нас производятся для телекоммуникаций, потому что именно телеком нуждается в мощном токовом драйвере для передачи цифрового сигнала на расстояние в километры. Поэтому такие усилители имеют проблемы с самовозбуждением при высокой емкости кабеля и при низком импедансе нагрузки. Короче говоря, это такое решение, в принципе, оно, можно сказать, неплохое, но в дорогой брендовой качественной аппаратуре вы такое редко встретите. Везде используется нормальный усилитель, который был разработан именно для звуковых схем, то есть для звука. Также и здесь. Данный усилитель у нас идет из, так скажем, аппаратуры классом намного выше, и он специально был разработан именно для применения в звуковых устройствах Creative. Он получил название X-Amp, он запатентован. Конечно, усилитель занимает достаточно много места на плате, но это дает и свои преимущества. Вот эта сложная схема, более 20 транзисторов, дальше подает сигнал на 4 мощных выходных транзистора. Здесь не используются электролиты, и вот это разнесение у нас каскадов входных, каскадов от выходного мощного, оно тоже дает свои плюсы. В маленьком чипе мощный выходной каскад может негативно влиять на вход и давать определенные искажения. Здесь этого нет. Ну, я считаю, что место на плате все равно чем-то будет занято, пусть оно будет занято очень хорошей схемой, которая дает нам качество звука. По мощности усилитель развивает до 1 Вт, но в схеме стоит защита по току для того, чтобы не спалить различные низкоимпедансные высокочувствительные модели. Для ограничения напряжения у нас имеется на внешнем блоке переключатель
EM, то есть вставные наушники, нормальный и повышенный импеданс. Если за компьютером сидит неквалифицированный пользователь, ребенок или кто-то, кто не разбирается в технике, данный переключатель страхует, если случайно пользователь сделает стопроцентную громкость, то пользователь не получит удар по ушам, и также наушники прекрасно переживут максимальную громкость. Выходной импеданс усилителя составляет всего 1 Ом. Это значит, что он эффективно демпфирует нагрузку от 8 Ом. И также верхний порог импеданса нагрузки 600 Ом спокойно можно подключать. Размах сигнала в максимальном положении High переключателя составляет более 5,5 вольт. Для любых массовых моделей этого достаточно. Немаловажно, что максимальная мощность не идет в ущерб качеству. В современной аппаратуре чаще всего нет уже проблемы подбора по максимальной мощности, но вот с качеством бывают очень большие трудности. В данной модели усилителя таких проблем нет. Это именно звуковой высококачественный усилитель из мира high-end, а не какой-то токовый буфер для всего что угодно, для телекоммуникаций, видеоусилителей, и в том числе и для наушников, да, нормально там пойдет. Этой разработкой я считаю, что Creative делает серьезную заявку на победу, и карту AE9 можно спокойно совершенно сравнивать с достаточно серьезной, дорогой аппаратурой для аудиофилов. Вот. Ну а пользователь компьютера, он может спокойно поставить AE9 в свой любимый ПК и не морочить себе голову, что существуют там какие-то некие более оптимальные решения. Есть USB-ЦАПы, которые стоят недорого и что-то там могут предложить. Здесь решение все в одном. Здесь и микрофонные входы, и наушниковый мощный усилитель, выходы, и множество технологий, которые дают цифровые процессоры обработки. То есть, получается, это такое комплексное решение, в отличие от конкурирующих решений, которые предлагают только воспроизведение. Также были вопросы, какую аппаратуру стоит подключать к карте AE9. Был вопрос, можно ли подключать изодинамические наушники HiFiMan, Audeze, Fostex и прочее. Да, никаких проблем с этим нет. Можно подключать любые модели. Проблем с громкостью, с качеством звука не будет. Какие подключать колонки? Вот, кстати, именно в старшей модели сделали человеческие выходы на RCA и сделали полноразмерный выход на наушники, большой джек. Без проблем подключается любая высококачественная аппаратура. С младшими моделями подключение могло вызывать проблемы, потому что, например, у меня студийные мониторы имеют балансные и небалансные RCA входы. Если в звуковой карте компьютера мини-джек, а у меня левый монитор, правый монитор, то я должен городить какие-то переходники, что-то придумывать. А здесь я просто подключил кабелем RCA, один монитор, другой монитор, все, голову себе не морочу, не ищу, не бегаю вот эти кабели, не занимаюсь этой ерундой. Это очень приятно. Также стоит обратить внимание, что именно в старшей модели выделенный ЦАП ESS на тыловые каналы, он также позволяет подключать и 5.1, различные наборы акустики, а также 5.1 усилители и нормальные дорогие колонки. В младших моделях тыловые выходы и сабвуфер-центр обслуживают встроенные
в цифровой процессор Soundcore 3D кодеки, они по уровню как интегрированный звук. Почему так сделано? Ну, дело в том, что в младших моделях вполне достаточно того, что на фронтальные каналы, то есть выход на стереоколонки и наушники, обслуживает высококачественный ЦАП. Остальные выходы для совместимости. Но зато 90% пользователей, которым не нужны никакие тыловые каналы, сабвуфер-центр, они не переплачивают. То есть они платят точно за то, что им нужно. Ну а кто имеет средства делать акустическую обработку в комнате, ставить высококачественные дорогие колонки, тот может вполне купить и старшую модель и подключить к более высококачественным тыловым и центр-сабвуфер каналам. Дальше. Какие у нас в карте функции для геймеров? В принципе, эти функции для геймеров одинаковы для всей линейки карт 5, 7, 9. Главная функция – это у нас виртуализация в наушниках. Как она работает? Игра рассчитывает 5.1 или 7.1 звук и подает его звуковой карте. Звуковая карта формирует на основании сложного математического расчета звук в наушниках с виртуальными источниками. Для некоторых игр это оказывается эффективно, нормально, для некоторых менее эффективно, но за неимением прямого программирования 3D звука пользователь может использовать технологию виртуализации. Причем, что интересно, в Windows 10 есть встроенный программный виртуализатор Windows Sonic. Также в последнее время компания DTS и Dolby представили свои версии платных виртуализаторов. Они стоят около $20, покупаются из магазина Microsoft в Windows 10, 17.03 или выше. И мы, конечно же, решили сравнить, как себя покажет аппаратная виртуализация от компании Creative против современных платных и бесплатного виртуализатора в Windows 10 встроенного. Также для сравнения мы записали и стереотрек. Что важно, мы не использовали аналоговый тракт звуковой карты, то есть мы записывали сигнал захватом, то есть по цифре. Для прослушивания вам понадобятся обязательно наушники. Для колонок эти ролики не предназначены. И вы можете самостоятельно сравнить, какая технология вам нравится больше. Также мы включили в сравнение самую последнюю разработку компании Creative. Это Super X-Fi. Мы подключали карту Sound Blaster X3 и включали виртуализацию на новейшем аппаратном процессоре Super X-Fi, чтобы вы получили полное представление о всех современных технологиях. Okay, we're almost at Baird's coordinates. Welcome to Azura. When's the last time you slept? Last night. Got a good 8 or 9 minutes in. Nightmares? Does it get better? It gets tolerable. All right, let's see what we got. Come on, time to hook in for the drop.
not you. Del, I'm fine, okay? Sure you are. Oh, shit. Thanks, Del. Sam, we're outgoing. Roger that. We're standing by up here. See you soon. Hey, Dave, you coming? Okay, we're almost at Baird's coordinates. Welcome to Azura. When's the last time you slept? Last night, got a good 8 or 9 minutes in. Nightmares? Does it get better? It gets tolerable. All right, let's see what we got. Come on, time to hook in for the drop. So who's jumping first? Definitely not you. Del, I'm fine, okay? Sure you are. Oh, shit. Thanks, Del. Sam, we're outgoing. Roger that. We're standing by up here. See you soon. Hey, Dave, you coming? Okay, we're almost at Baird's coordinates. Welcome to Azura. When's the last time you slept? Last night, got a good 8 or 9 minutes in. Nightmares? Does it get better? It gets tolerable. All right, let's see what we got. Come on, time to hook in for the drop. So who's jumping first? Definitely not you. Del, I'm fine, okay? Sure you are. Oh, shit. Thanks, Del. Sam, we're outgoing. Roger that. We're standing by up here. See you soon. Hey, Dave, you coming? Okay, we're almost at Baird's coordinates. Welcome to Azura. When's the last
last time you slept? Last night. Got a good 8 or 9 minutes in. Nightmares? Does it get better? It gets tolerable. All right, let's see what we got. Come on, time to hook in for the drop. So who's jumping first? Definitely not you. Del, I'm fine, okay? Sure you are. Oh, shit. Thanks, Del. Sam, we're outgoing. Roger that. We're standing by up here. See you soon. Hey, Dave, coming? Okay, we're almost at base coordinates. Welcome to Azura. When's the last time you slept? Last night. Got a good 8 or 9 minutes in. Nightmares? Does it get better? It gets tolerable. All right, let's see what we got. Come on, time to hook in for the drop. So who's jumping first? Definitely not you. Del, I'm fine, okay? Sure you are. Oh, shit. Thanks, Del. Sam, we're outgoing. Roger that. We're standing by up here. See you soon. Hey, Dave, coming? Okay, we're almost at base coordinates. Welcome to Azura. When's the last time you slept? Last night. Got a good 8 or 9 minutes in. Nightmares? Does it get better? It gets tolerable. All right, let's see what we got. Come on, time to hook in for the drop. So who's jumping first? Definitely not you.
Del, I'm fine, okay? Sure you are. Oh, shit. Thanks, Del. Sam, we're outgoing. Roger that. We're standing by out here. See you soon. Hey, Dave, you coming?
На наш взгляд, на первом месте по качеству находится технология SuperXFi. Дальше конкурируют Virtual 7.1 компании Creative аппаратная обработка карты AE579 вместе с DTS и Dolby Atmos for Headphones. Про Windows Sonic и стерео лучше не говорить, там 3D такое номинальное. Какие преимущества дает именно аппаратная обработка Virtual 7.1 от компании Creative в картах AE? Во-первых, поддерживаются операционные системы не только Windows 10, но и 7 и 8. Если у вас все еще компьютер под этими операционными системами, например, у меня несколько операционных систем, поэтому для меня, например, это было бы актуально. И второй плюс, то, что вы можете эквалайзером аппаратным внутри контрольной панели карты Creative подстроить АЧХ именно под вашу модель наушников. Это можно сделать, просто выбрав модель из списка. Там есть некоторые наиболее популярные модели. Или вы можете вручную самостоятельно подстроить. Считается, что эквализация необходима, прежде чем накладывать HRTF-функции, вот эти, которые нам делают виртуальный 3D-звук. Это вот такое наше мнение. Но мы предлагаем также и посмотреть и вам, и согласиться с нами, или сказать, что у вас есть какие-то свои личные предпочтения. Друзья, всем спасибо за внимание. Я надеюсь, что видео вам понравилось. До встречи в новых роликах.